Друзья, всем привет! Добро пожаловать в мою домашнюю мастерскую. Хочу вам также напомнить, что у меня есть канал на Дзен, куда я также выкладываю мастер-классы. И с недавнего времени на Дзен будет выходить больше мастер-классов, чем на Ютубе. Будут чередоваться мастер-классы. Какие-то будут только на Дзен, какие-то и на Ютуб, и на Дзен. Буду благодарна, если вы перейдете по ссылке в описании видео, подпишитесь на меня на Дзене и будете смотреть мои мастер-классы также на Дзене. Еще свои мастер-классы я выкладываю на площадку Boosty. Ссылка будет также в описании под видео, в том числе на этот мастер-класс. По этой ссылке вы сможете перейти на платформу Boosty, посмотреть там мастер-класс и отблагодарить меня, если считаете нужным. Там под видео будет значок желтого цвета с долларом внутри. Это донат. Вы, если считаете нужным, можете отблагодарить меня за мою работу, за мое старание для вас. Вот. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем вязать вот такую коровку. Вот она. Итак, что нам понадобится? Значит, понадобится основной цвет. У меня это Дольче 745. Это молочный. Новый цвет у Дольче. Потому что раньше у них молочный был такой прям желтый-желтый, а этот такой красивый, приятный. Не знаю, возможно, это у нас в Минске он новый, но новый, 745. Значит, дальше нам понадобится немножко розового на мордочку, грудку и рожки. Ну, грамм 20-30, наверное, не больше. И немножко черного. Либо вы можете заменить его коричневым. Сейчас, конечно, тут будет мусор, потому что Дольче черный просто лезет, сыпется, рассыпается. Ну, а что сделать? Дальше нам понадобятся глазки 18 миллиметров. Можете взять 20, побольше. Тоже будет хорошо. В принципе, крючок 3,5 миллиметра. Я вяжу плюшевую пряжу 3,5 миллиметра. Если вы вяжете 4, берите свой крючок. И, ну, естественно, для утяжки большая иголка, нитки для утяжки и черная нитка для оформления мордочки. Так, давайте с вами начнем с мелких деталей. Ушки, рожки, хвостик. Потом ручку свяжем, ножку и так далее. Давайте начнем с рога. Берем розовую пряжу. Рог у нас розовый. Кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка набираем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Ставим маркер, чтобы не потеряться, потому что 4 это очень неудобно вязать. 1, 2, 3, 4. Вот она, первая петелька наша. Второй ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 2 раза. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Сделали. У нас наизнанку вязание вывернулось. Мы его выворачиваем. Сначала вот эту... так. Куда я вот... Хвостик обрезаем. И выворачиваем на лицо. Так, вывернули. Дальше вяжем третий ряд, 2 столбика, 1 прибавка, 2 раза. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая.
Провязали. У нас в работе 8 столбиков без накида. Теперь нам нужно провязать 2 ряда по 8 столбиков без накида. Провяжите их самостоятельно. Провязали 2 ряда по 8 столбиков без накида. Делаем соединительный, обрезаем ниточку для перешивания. Потом, когда будем перешивать, наполним немножко холофайбером. Вот 2 рожка. Готовы. Дальше берем наш основной цвет, вяжем ушки. Так. В кольцо амигуруми, либо в 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 1 прибавка, 2 столбика без накида 2 раза. Прибавка. 1, 2 столбика без накида. Прибавка. 2 столбика без накида. 1, 2. Снова обрезаем. Так, выворачиваем на лицо. Дальше третий ряд вяжем прибавка, 3 столбика без накида 2 раза. Прибавка. 1, 2, 3. Прибавка. 1, 2, 3 столбика без накида. Четвертый ряд вяжем прибавка, 4 столбика без накида 2 раза. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Сейчас, подождите. Вот так. 1, 2, 3, 4. И последний 5-й ряд вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Складываем пополам и сшиваем столбиками без накида. 5, 6 у меня получилось. Так, сделали. Дальше снова складываем пополам и снова сшиваем столбиками. Так, сейчас я это. Снова сшиваем столбиками без накида. 1, 2. Последний, третий, соединительный. Обрезаем ниточку подлиннее для того, чтобы ушко пришить. Все, ушки готовы. Дальше опять берем наш основной цвет. Набираем 6 столбиков в кольцо амигуруми, либо в 2 воздушные петли, во вторую петлю от крючка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это будет наш хвостик. И сейчас 6 рядов нам нужно провязать по 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я также обрежу ниточку под полю, выверну на лицевую и продолжу еще 5 рядов вязать 6 столбиков без накида.
Провязала 6 столбиков, 6 рядов по 6 столбиков без накида. Также складываю пополам. И 3 столбиками без накида. 1, 2, 3 соединительный. Сшиваю хвостик. Мы его будем ввязывать. Обрезаем коротенькую ниточку. Дальше берем наш черный. И я ввожу крючок в серединку. Тут у меня 6 петелек. И по кругу делаю петельки на кисточку для хвостика. Достаем петельку. И снова достаем. Петелька. Достаем большую. Следующую петелька. Достаем большую. Тут сколько получится? Можно 6, 7, 8. Сколько впихнете. Так. Всего тут отверстий 6, но можно там в одну, по несколько, если хотите, чтобы попышнее. Вот я еще 7 сделаю, чтобы попышнее был хвостик. Да? Все, обрезаем черную ниточку. Так. Теперь нам нужно эти 2 ниточки вывести в нашу серединку. Так. Раз. Видно? Не видно. Выводим. Все, в серединке. Завязываем узелок. Обрезаем. Вводим крючок в серединку и прячем. Ну, с дольче это сложновато. Возможно, если у вас другой черный, будет проще, потому что дольче просто весь. Все, вот он. Сейчас я вся буду в этой черной шелухе. Видите, голые ниточки повылазили. Я их просто обрежу. И туда спрячу. Все, хвостик готов. Так, вяжем ручку. Вяжем ручку, берем наш черный. Можете взять коричневый. Тоже будет хорошо смотреться. Коричневый. Вяжем ручку. В кольцо амигуруми, либо в 2 воздушные петли. То есть берем черный, коричневый цвет. Во вторую петлю от крючка 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше второй ряд вяжем 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Провязали. 12 столбиков без накида у нас в работе. Теперь 3-й, 4-й ряд нам нужно провязать по 12 столбиков без накида. Но 3-й ряд мы вяжем за заднюю стеночку, а 4-й за обе. То есть мы сейчас провязываем, вот наша косичка. На черном не видно. Только за заднюю стеночку. 12 столбиков. 3-й ряд. И потом 4-й ряд за обе стеночки 12 столбиков. Провяжите самостоятельно. Провязали 2 ряда. 3-й за заднюю стенку и 4-й за обе стеночки по 12 столбиков без накида. Вот ниточку я обрезала. Дальше снова беру черную ниточку, поворачиваю
стопой от себя. И еще в третьем ряду мы провязывали за заднюю стеночку, а передние стеночки остались видны. Не знаю, на черном как вам показать. Вот они, такие петельки. За них мы будем делать обвязку, чтобы сформировать копытце. Присоединяем нашу ниточку и обвязываем столбиками без накида вот в эти петельки. Их будет хорошо видно. Так, последнюю провязали, потом вводим крючок в первую петельку, вот в эту соединительную, где мы присоединяли ниточку. Делаем соединительный столбик, обрезаем нашу нитку. Соединительный сделали. Разворачиваемся стопой к себе, берем вот эту ниточку, да, которую заканчивали, вставляем крючок в первый столбик без накида обвязки и выводим на стопу вторую ниточку. Все, теперь эти две ниточки выводим вовнутрь. Сначала одну и рядышком вторую, только чтобы они не в одно отверстие входили, потому чтобы не вылезли. Все, завязываем узелок, обрезаем, подпаливаем, что нам надо подпалить. Чтобы не рассыпалось. Все, видите, сейчас вся буду пушистая. Так. Дальше что мы делаем? Четвертый ряд мы провязали, пятый ряд у нас смена цвета. Я это все уберу. Берем свой основной цвет. В пятом ряду нам нужно провязать 4 столбика без накида, 1 убавка 2 раза. То есть мы сделаем 2 убавочки. Так, возвращаем нашу черную петельку на место. Вводим крючок, достаем петельку, провязываем ее основной. Так, смену цвета сделали. 4 столбика без накида, 1 убавка. Первый есть, второй, третий, четвертый, убавка. Раз, два, 3, 4, убавка. Так, дальше что мы делаем? Ниточки эти снова завязываем на узелок нашу смену цвета. Обрезаем их. Подпаливаем, прячем. Понадобится нам иголка. Я беру плюшевую нитку, можете взять просто черную нитку, там, либо коричневую, каким вы цветом вяжете. Наполняем нашу ручку, эту часть, холофайбером. Наполняем хорошо холофайбером. Так. Смотрим, здесь у нас переход цвета был, здесь у нас было соединение нашего ряда, где мы формировали копытце, да, значит, будем утягивать с другой стороны. Берем иголку с ниткой, вставляем в серединку иголку с ниткой. Так, смотрим, если это у нас будет задняя часть, значит, здесь делаем утяжку. Все. Вводим иголочку с ниткой. Ниточку обрезаем. И максимально, насколько это возможно, ну, с полухлопком это будет попроще, потому что плюшевая пряжа может порваться.
Все, сделали, сформировали вот такое копытце, утяжечку небольшую. Так, все, и нам осталось теперь провязать 6, 7, 8, 9 ряд. Это 4 ряда по 10 столбиков без накида. 10 столбиков у нас в работе. Провяжите 4 ряда по 10 столбиков без накида, без изменений. Итак, провязали 4 ряда по 10 столбиков без накида. Значит, теперь берем вот эту часть, где мы делали утяжку, по ней складываем нашу ручку пополам. Сложили, видите, где у меня вязание закончилось? Значит, мне нужно еще довязать. Все, довязала я еще один столбик. И вот теперь сшиваю ручку. Кстати, наполните ее. Не забудьте холофайбером. Сшиваю столбиками без накида. Последний соединительный. Ниточку обрезаю. Все. Ручки у нас готовы. Сейчас будем вязать с вами ножки. В кольцо амигуруми либо 2 воздушные петли набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали. Второй ряд вяжем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка, столбик без накида. Вторая прибавка, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая прибавка, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая прибавка. 18 столбиков без накида у нас в работе. Теперь нам нужно сделать то же самое, что и с ручками. Провязать 2 ряда, 4 и 5 по 18 столбиков без накида, но 4 ряд провязать за заднюю стенку, а 5 ряд провязать за обе стеночки. Провяжите их самостоятельно. Итак, провязала я 2 ряда по 18 столбиков без накида, 4 ряд за заднюю стеночку, 5 ряд за обе стеночки. Опять разворачиваем точно так же, как и с ручкой, те же действия. Находим нашу первую петельку, вот они петельки передние, которые остались от 4 ряда, и точно так же, как и на ручке, делаем обвязку, формируя копыта за вот эти передние петельки 4 ряда. Формируем копытца. Так, последние 2 провязываем. Фиксирующий столбик вводим крючок, достаем соединительным, соединяем петельки, снова разворачиваем к себе стопой. Дальше в первый столбик без накида вводим крючок, выводим вовнутрь. И также теперь на изнанку выводим оба конца ниточек. Завязываем на узелок и обрезаем. Так, сейчас я это все вытряхну.
Мой пылесос, наверное, скоро точно сойдет с ума. Так, более-менее очистила. Дальше вяжем с вами 6-й ряд. У нас смена цвета. Нам надо провязать 4 столбика без накида, 1 убавка, 3 раза. Вводим крючок в первую петельку, достаем черную, провязываем основной. Это первая петля, вторая, третья, четвертая, убавка. Снова 1, 2, 3, 4, убавка. Вторая уже. 1, 2, 3. 4. Убавка. 3. Значит, сейчас я завяжу на узелок вот эту смену цвета, обрежу, потом провяжу 2 ряда по 15 столбиков без накида. У нас 15 столбиков осталось в работе. Я провяжу 2 ряда. Нам всего надо 3 ряда провязать. Но я провяжу 2, сделаю утяжку и посмотрю в 3-м ряду. Потом буду вязать 3-й ряд и посмотрю, где мне остановиться. Так, чтобы вот эти некрасивые швы были где-то сзади. Вот. Куда убежал? О, фокус. То есть 3-й ряд мы будем с вами вязать вместе. Вот, провяжите 2 ряда сейчас по 15 столбиков без накида. Все, провязала я 2 ряда по 15 столбиков без накида. Дальше наполняем нашу ножку холофайбером. Наполняем ее. Так, берем нашу иголку с ниткой снова. Вводим снова в серединку. И смотрим. Вот у нас смена цвета. Вот у нас часть, где мы соединяли копытца. Вот она, да? Значит, мы сделаем копытца где-то здесь. Утяжку копытца. Все. Затягиваем, завязываем. Сейчас я это уберу. Вот, и теперь вяжем последний ряд. Сейчас мы посчитаем, сколько мы не довяжем. Получается 9-й. Вяжем. Столбики без накида. Так, вот наша утяжка, она должна быть спереди. Да, вот так. Значит, нам нужно провязать, сложить пополам. Вот она спереди, посерединке наша утяжка, наша копытце сформированная. Вот, значит, нам нужно провязать до вот этой петли. А из следующей уже будем вывязывать цепочку воздушных петель и соединять ножки. Сейчас довяжем. Так. Все, ну видите, почти 15 получилось. Делаем 3 воздушные петли. Маркер я переношу в последнюю петельку, которую мы провязали в последний столбик без накида. И возьму еще один маркер. Так. Вводим крючок в следующую, во вторую ножку.
И провязываем столбиком без накида. Это первая петля на ножке. Так, первая. Так, сейчас посмотрю. Ну да, нормально. Теперь вяжем еще 14 по ножке. То есть всего 15. Первую провязали. Второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14. С 15 достаем петельку и в основание первого столбика вводим крючок, тоже достаем петельку, провязываем 3 вместе. Дальше вяжем по цепочке 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вводим крючок в основание последней петельки, вот в которую мы вставили маркер. Достаем петельку и в первую петельку ножки провязываем все вместе. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14 и вот последний 15. Провязали. Далее вяжем снова по цепочке 3 столбика без накида. Так. Не туда. Вот он. 1, 2, 3. Все, провязали. Это у нас будет последняя петля ряда. Это первая петля. Всего у нас в работе сейчас 36 столбиков без накида. Сейчас нам нужно провязать 5 рядов по 36 столбиков без накида. Но вы провяжите 4 ряда, а в 5 ряду вместе с вами мы будем ввязывать хвостик. Вяжите сейчас 4 ряда по 36 столбиков без накида, без изменений. Провязала я 4 ряда по 36 столбиков без накида. Вот начала вязать 5 ряд, он у нас тоже 36 столбиков без накида. Довязала до попы. Вот у меня центральные петельки 3. И в них я сейчас буду ввязывать хвостик. Первая, вторая, третья. Все, хвостик ввязала, вяжу до конца ряда, дальше столбики без накида. То есть в 5 ряду у нас тоже 36 столбиков без накида. Получается, тело это 6-й ряд, потому что в 1 ряду мы с вами провязывали петельки наши по цепочке. Да, ножка 15, 3 цепочка, ножка 15, 3 цепочка. Это был наш 1 ряд, потом 5 рядов. Вот сейчас мы провязали по 36 столбиков без накида. Это мы провязали 6 рядов. Получается тело. Дальше вяжем 7-й ряд тела, 2 столбика без накида. Убавка. 4 столбика без накида, 1 убавка, 5 раз. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2, 3, 4.
вторая, раз, два, три, четыре, третья, раз, два, три, четыре, четвертая убавка, раз, два, три, четыре, пятая, и до конца ряда 2 столбика без накида. Раз, два. 7 ряд провязан у нас, 8 ряд вяжем 30 столбиков без накида, без изменений. Провязали 8 ряд 30 столбиков без накида, вяжем 9, 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. У меня, кстати, продолжают спрашивать в комментариях, как сделать убавку так, чтобы не было видно бугорка. Еще раз показываю. Так, давайте. Раз, два, 3 столбика без накида. Я убавки делаю за передние стенки, как в плюше, так и в полухлопке. Раз, два. И убавка. И последнее. Раз, два, три. Убавка шестая. 24 столбика у нас в работе. Провяжите самостоятельно. 10 ряд, 24 столбика без накида. Провязали 10 ряд, 24 столбика без накида. Вяжем 11, 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. 2, первая убавка. Раз, два, вторая. Раз, два, третья. Раз, два, четвертая. Раз, два, пятая. Раз, два, шестая. Наполните тело холофайбером сейчас. Наполнили, провяжите еще один ряд, 12, получается 18 столбиков без накида, без изменений. И прикладывая ручки, распределите маркером, где у вас будут ввязываться ручки. У нас 18 столбиков, значит, ручки ввязываются в 5 столбиков без накида, 1 и в 5 вторая, значит, у вас остается 8 столбиков без накида, чтобы их распределить на перед и зад. Итак, вот я себе отметила, у меня будет спереди 4 или 5 все-таки сделать. Так, кошачья война начинается. 4 будет столбика без накида спереди. Раз, два, три. Сейчас я их провяжу и посмотрю. 4. Ну да, 4. Провязала их, беру ручку утянутым копытцем, да, туда же, где копытца на ножках спереди. Ввязываю ручку в 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4 и последняя 5. Дальше вяжу по спинке 4 столбика без накида. Раз, два, 3, 4. Снова копытца вот у нас им вперед. Вторую ручку ввязываю также в 5. Раз, два,
3, 4 и 5. Сделали. Это у нас получается 13 ряд мы провязали. 14 ряд вяжем 1 столбик, 1 убавка, 6 раз, столбик без накида, первая убавка, столбик без накида, вторая, столбик без накида, третья, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая. И последний ряд вяжем 12 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 соединительным. Ниточку покороче обрезаю, потому что пришиваю я хлопковой ниточкой. Все. Хорошенько набиваем наше тело до конца. Хорошенечко распределяем холофайбер. Тело отставляем. Берем наш розовый. Сейчас я тут немножко уберу мусор. Вяжем нашу голову. Так. Набираем 7 воздушных петель. Хвостик оставляем подлиннее, чтобы потом закрыть дырочку, если она сформируется. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первый ряд вяжем. Во вторую петлю от крючка прибавка. Я сразу эту петельку первую отмечу маркером. То есть в одну петлю 2 столбика без накида. Сделали. Дальше 4 столбика без накида по цепочке. 1, 2, 3, 4. Последняя петелька у нас осталась. В нее в одну мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот дырочки нету, значит нормально. Если дырочка вдруг появляется, то вот этой вот этим хвостиком вы можете продеть ниточку, спрятать дырочку. Дальше по цепочке снова вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в последнюю петельку делаем прибавку. Все, переодеваю маркер в последнюю петлю. Второй ряд вяжем 2 прибавки. Первая, вторая, 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 прибавки. Первая, вторая, третья, четвертая. Снова 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И 2 прибавки. Первая. И в последнюю петельку вторая. Так. Вторая. Сделали. Дальше третий и четвертый ряд мы с вами вяжем 24 столбика без накида. Смотрите, вот у нас начало ряда.
Вяжем первый ряд по кругу 24 столбика без накида. Второй ряд вяжем 24 столбика тоже по кругу, но розовым провязываем. Вот это у нас будет низ, получается, головы, а это будет верх. То есть тут у нас будут глазки. Мы первый провязываем все 24 розовым, а второй ряд мы провязываем розовым до серединки низа. И здесь меняем цвет на основной и довязываем ряд основным цветом, уже светлым. Получается третий и четвертый ряд. В четвертом ряду внизу, в самом конце практически, да, в серединке где-нибудь, меняете цвет и довязываете вот эти несколько петелек основным цветом тела. Итак, смотрите, провязала я 2 ряда, третий и четвертый, по 24 столбика без накида. Вот я сменила в конце четвертого ряда ниточку, провязала последние пару петелек ниточкой основного цвета. Значит, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно будет сейчас перенести, сравнять маркер. Мы будем делать сейчас прибавки. Вот наша мордочка. Нам нужно сделать 6 прибавок. Нам надо провязать 1 столбик без накида, 1 прибавка 6 раз. То есть у нас в работе должно быть 12 столбиков. Нам нужно выделить центральные 12 столбиков. Вот я просто на глаз ставлю маркеры. Да? Вот. И сейчас посчитаю, сколько у меня тут выделилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот у меня получилось выделить прям четко 12, да? 12 петелек. Значит, мы сейчас, вот мне 1 петлю надо провязать. И теперь у нас начало ряда будет отсюда. С этих 12 выделенных нами петелек. То есть маркер я переношу на последнюю петельку ряда, а первая петелька ряда будет здесь. Значит, вяжем сейчас 1 столбик без накида, 1 прибавка 6 раз. Столбик без накида, первая прибавка, столбик без накида, вторая, столбик без накида, третья, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая прибавка. Все, маркер этот второй нам не нужен. Дальше до конца ряда вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Это у нас был 6-й ряд. Ой, 5-й ряд. 6-й ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка 6 раз. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая. 1, 2, третья. 1, 2, четвертая. 1, 2, пятая. 1, 2, шестая. До конца ряда 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 7-й ряд вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4,
5, вторая, 1, 2, 3, 4, 5, третья, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, пятая прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, шестая. Провязали 7 ряд, у нас в работе 42 столбика без накида. Теперь нам нужно провязать 5 рядов, 8-12 по 42 столбика без накида, без изменений. Провяжите их самостоятельно. Провязали 5 рядов по 42 столбика без накида, 8-12 ряд. Вяжем 13 ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5. Третья. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая. Провязали. Вяжем 14 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка. 1, 2, убавка. Дальше 4 столбика без накида, 1 убавка, 5 раз. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2, 3, 4. Вторая. 1. 1, 2, 3, 4. Третья. 1, 2, 3, 4. Четвертая. 1, 2, 3, 4. Пятая убавка. И до конца ряда 2 столбика без накида. 1, 2. Так, сейчас на этом этапе наполните голову, хорошо наполните мордочку. Будем вставлять с вами глазки. Смотрите, голову я наполнила. Глазки мы, получается, вставляем так, чтобы наши глазки заканчивались прямо над розовой частью мордочки. Это у нас получается, вот провязан первый ряд с прибавками, второй ряд с прибавками, и между вторым и третьим рядом, вот светленьким, да, от розовой, мы вставляем глазки. Расстояние определяйте сами. Вот здесь, например, у меня расстояние меньше. Здесь я сейчас посмотрю. Может, тоже сделаю меньше. Может, тут так оставлю. Чтобы подальше глазки были друг от дружки. Чтобы они немножко разные были. То есть это уже на ваше усмотрение. Вы смотрите ближе, дальше. Просто другое выражение мордочки будет. По-другому будет смотреться игрушка. Так, тут получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это по верхнему ряду у нас 13 столбиков между глазок.
Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 где-то столбиков между глазками по верхнему ряду, третьему от мордочки, где мы уже вяжем 42 столбика без накида. Вот. Ну, это сделаю подальше. Мне кажется, тоже будет красиво. Все, сейчас я закреплю глазки и довяжем голову. Итак, глазки вставили, вяжем 15 ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2, 3, первая убавка. 1, 2, 3, вторая. 1, 2, 3, третья. 1, 2, 3, четвертая. 1, 2, 3, пятая. 1, 2, 3, шестая. Постепенно с каждым рядом мы наполняем нашу голову. Дальше вяжем 16 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2, первая убавка. 1, 2, вторая. 1, 2, третья. 1, 2, четвертая. 1, 2, пятая. 1, 2, шестая. Дальше 17 ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Столбик без накида. Простите, уже заскрипела. Первая убавка, столбик без накида. Вторая, столбик без накида. Третья убавка, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая. Нам остался, в принципе, один ряд, это 6 убавок, но мы пока не будем его закрывать. Мы сделаем сначала все утяжки, а потом, чтобы у нас была возможность добавить Hello Fiber туда, где он сомнется после утяжек. Набиваем хорошенечко голову. Все. Вот такой колобок у нас получился. Готовим сейчас ниточки для утяжки и для оформления мордочки. Итак, смотрите. Утяжки мы делаем стандартные. Сначала снизу глазок, потом сбоку глазок. Вставляем мы иголку вот сюда, где между розовым и белым цветом, на границе. Так, это у нас будет середина, значит, мы первый глазик будем в эти две утягивать, а второй в эти две. Вот. Значит, первый глазик выводим максимально близко к глазу, насколько это возможно. Сейчас у меня тут узелок завязался. Угу. Наверное, даже вот сюда. Оп. Так. Выводим
получается в соседнюю петельку. Так, ниточку обрезаем и глазик наш затягиваем, завязывая на узелок. Несколько узелочков. Потом мы все это спрячем. Значит, второй глазик делаем то же самое. Вот вводим максимально близко к глазу и выводим туда же, куда выводили первый. Так, тоже обрезаем и тоже затягиваем. Затягиваем. Так. Ниточки эти убираем лишнее. Дальше. Точно так же делаем серединку. Так, но уже выведем не сбоку, наверное, а снизу петельки, куда вводили. Вот мы ввели сюда, вышли отсюда. Тоже обрезаем. Эти все ниточки мы потом спрячем. И затягиваем. Затягиваем. Завязываем узелочки. Со вторым глазиком то же самое. Куда вводили первую, вводим, а выводим снизу. Вот. Обрезаем. И точно так же затягиваем. Так, у меня тут запуталось. Сейчас я развяжу этот узелок. Так. Затягиваем и завязываем. Опс. Все. На несколько узелочков. Все достаем, чтобы потом спрятать. Сделали. Дальше нам нужно выделить губку. Мы вставляем иголочку в макушку. Ну, это стандартно, да, в серединку. И возвращаемся туда же, куда вставляли. Так. Нет. Вот здесь. Ну, находим здесь серединку, где бы нам... Так. И так. Все, да. Выходим там же, куда входили. Завязываем узелок. Убираем. Это все туда ныряет. Поправляем туда холофайбер, если получилась пустота. Вот. Такая вот мордашечка получается. Так, берем розовую ниточку плюшевую, губку делаем, да, ну, губка стандартна. 2 воздушные петли, во вторую от крючка набираем 6 столбиков без накидов, ввязывая также вот этот хвостик. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Соединительное обрезаем подлиннее, достаем. Вот этот хвостик мы убираем, подпаливаем его и пришиваем нашу губку к голове. Так, губку пришили, вот эти все ниточки прячем. Просто крючком прячем вовнутрь, это чтобы они нам не мешали пришивать голову, не болтались. Их видно не будет, они у нас будут внутри. Все, немножко спрятали. Вот я губку пришила, сейчас я завяжу узелок и тоже обрежу ниточку, как бы спрячу ее. Так, сделали. Сейчас можно дополнить нашу голову холофайбером. Смотрите, чтобы она была аккуратненькая, красивенькая, ровненькая, сформированная. И 6 убавок сделайте. Ну ладно, давайте вместе. Давайте вместе. 6 убавок. Это у нас получается 18 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделали, обрезали ниточку подлиннее, но не сильно длинную. Так. Вставили ее в иголочку. Закрываем нашу дырочку. Закрыли. Делаем узелок. И прячем его. Все. Обрезаем. Сейчас я заправлю черной ниточкой большую иголку, чтобы сделать реснички и бровки, ну и ноздри. Итак, также куда-нибудь сюда вводим иголочку. Я уже делаю на автомате стрелочки, бровки и так далее. Вы можете себе помечать, считать, примерять. Так, что за узел? Здесь я возьму потом еще чуть-чуть наклей. Так, так. Выводим на бровки. Ну, вот такого формата головы бровки вообще просто делать. Они тут прям ложатся, да. Раз. Сколько я здесь? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, в 5. Снова вниз. 5. Вот. Уже красота. И намечаем наши ноздри. Тоже куда-нибудь здесь вводим. Здесь уже. Не сюда. Хочу вот сюда. Так. Несколько раз туда-сюда. Раз.
2. Так. Тоже. Раз. Ровненько? Ну, вроде да. Все, вывожу сюда. 2. Чуть-чуть перетянула. Вот. Все, завязываю узелок. И смотрите, голову к телу мы будем пришивать вот в этом месте. Вот так. Потому что если бы мы пришивали здесь, то голова бы была, ну, непонятно как. То есть мы пришиваем, захватывая розовую часть, закрываем все наши утяжки. Вот таким образом, в этом месте мы пришиваем голову к телу. Прежде чем пришить голову к телу, мы к телу пришьем грудку. Вяжем грудку. Это почти последнее, что нам нужно связать. Грудка вяжется легко. Набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. 5 у нас работа. 6-я петля — это петля подъема. Со второй петли от крючка вяжем в обратную сторону 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, да, я сказала 5 столбиков без накида. Петлю подъема делаем, разворачиваемся, делаем прибавку. Дальше вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Прибавка. У нас уже 7 столбиков без накида в работе. Делаем петлю подъема, вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Петля подъема, разворот. Прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. У нас уже в работе 9 столбиков без накида. Петля подъема, разворот. 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Петля подъема, разворот. Прибавка. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. Петля подъема, разворот. 11 столбиков вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Петля подъема, разворот. Снова 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Петля подъема, разворот, убавка. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавка. Убавку мы делаем с первой петли, достаем петлю, со второй петли, и потом 3 провязываем вместе. Петля подъема, разворот. Убавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Все, соединительный столбик. Ниточку подлиннее. Вот такая грудка у нас получается. Ее мы
пришиваем к телу, прежде чем пришить голову, потому что потом будет неудобно между головой и телом пришивать. Все, набиваем хорошенечко тело. Самостоятельно пришиваем грудку, пришиваем голову, пришиваем наши ушки. Я никогда не считаю, в каком ряду я пришила. Я все время прикладываю, прикалываю булавочками и пришиваю. И пришиваем наши рожки, но прежде чем их пришить, чуть-чуть буквально наполните их холофайбером, чуть-чуточку. Все, пришиваем все. И потом свяжем сердечко из полухлопка для попы. Если хотите, можете связать. Если не хотите, можете не вязать, но я вам покажу стандартное классическое сердечко. Все, собираем нашу коровку. Итак, вот собрала я уже коровку. Давайте свяжем наше классическое сердечко. Кто захочет прикрепить на попу. Пряжа Ярнар джинс у меня. Кольцо амигуруми. Крючок 1,5 миллиметра. Делаем закрепляющую петельку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше вяжем столбик с двойным накидом. 1, 2. Проще снять с пальца. Двойной накид. 1, 2, 3. Второй столбик с двойным накидом. 1, 2, 3. Третий столбик с двойным накидом. 1, 2, 3. Дальше 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля. Столбик с двойным накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. Снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И 3 столбика с двойным накидом. Первый, второй, третий. Третий. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединительный столбик в кольцо. Обрезаем ниточку подлиннее, чтобы потом пришить наше сердечко. Так. Достаем ниточку. Этим хвостиком затягиваем сердечко, насколько это возможно. Здесь сзади где-нибудь я нахожу какую-нибудь петельку и делаю узелок. Все, сделала узелок, обрезаю. Надеваю ниточку в иголочку и пришиваю к попе сердечко. Сердечки пришиты, коровки готовы. Надеюсь, у вас тоже все получится. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, вашим подпискам. Пока!